Приветствую, мои гор-челиксы! На связи Гор-теоретик, и в этом видеоролике я буду объяснять, кем являются Фил Тимский и Гэри Сота, попутно рассказывая, как два этих молодых человека связаны с нашей любимой игрой Горбокс. Парни были лучшими друзьями, живущими в одном городе. Оба имели страсть к науке и технологиям, поэтому частенько перекидывались своими теориями и идейками. Когда приятели выросли, Фил начал становиться все более и более изолированным от остальных людей, работая над своим секретным проектом – биологическим оружием, известным как вирус Анкоха. Гэри очень волновался за друга и его здоровье, подозревая, что его одержимость своими проектами поставит его на опасный путь. Поэтому друган решился нанести визит Филу. Кстати говоря, я также выложу ролик про секретный проект Фила, где постараюсь найти как можно больше инфы об Анкохе, если вы наберете мне под этим видеороликом 50 лайков. Все в ваших руках. А пока ловите парочку спойлеров с пояснениями. Так вот, признаюсь, я так до конца и не понял, принял ли его Тимский за сотрудника ФБР, пришедшего по его душу, или просто за грабителя, но итог есть итог. Фил выстрелил лучом заморозки из своего нового изобретения, Сокрушителя реальности версия 2, прямо в фигуру, стоявшую у двери в его комнату. Конечно, это был Гэри Сота. Луч энергии мгновенно поразил Гэри, заставляя его кости становиться в разы плотнее и жестче, подобно стали. Бедняга не мог и пошевелиться. Тим был в панике, осознав, что это был его друг и что он натворил, но урон, который он нанес Сота, убрать уже было невозможно. Гэри пришлось адаптироваться к новым условиям и телу, ставшему для него новым навсегда, а также научиться контролировать и применять новую силу. Внутриигровая команда Revengeance, кстати, является этой самой силой, которую получил Гэри Сота. Давайте ее уже протестим на Филе. Помахавшись с Филом под бессмертием и командой Revengeance, я пришел к выводу, что его черепушка отлетает от шейных позвонков приблизительно через 16 секунд. Давайте же заценим Revengeance самого Фила. Ну, Фил тоже не промах. Вернемся к сути. Такой расклад оставил глубокий шрам на дружбе Гэри и Фила. Гэри чувствовал себя преданным лучшим другом и пообещал отомстить, в то время как Тимский страдал от своей вины во всем этом. Сота, несмотря на свою клятву вместе, продолжил работать над своими проектами, умело используя команду Revengeance в бою. Если заглянуть на карту Conspiracy, которая в переводе значит заговор, в небольшом домике есть столб Гэри Сота. На нем можно увидеть фотографию друзей с сигаретой, заткнутой в лицо Фила Тимски, маску, за которой Гэри скрывает свое лицо, легкий пулемет М249, пепельницу и... Гэри, я не понял, что мы тут употребляем? Таким вот образом могу сказать, что Гэри не является предметным челиком, но и Фил ведь не без греха. Ведь он является создателем вируса Анкоха, создавшего массовую вспышку и практически заставившего вымереть все человечество. Даже Гэри Сота, просматривая свои старые видео с Филом, говорит: собрание старых видео, относящихся к кому-то, я когда-то считал другом. Теперь он пропал или мертв. В любом случае, человеческая природа никогда не сможет наказать его достаточно за то, что он сделал с нами. Возможно, его собственные создания могут, однако. Естественно, это он говорит про людей-носителей вируса Фила, Анкохи. И да, повторяю, что если хотите, чтобы я сказал больше о самом вирусе, нажмите эту кнопку лайка под видео, чтобы мотивировать меня на создание подобных роликов. Более того, советую зайти на Discord-канал, основанный мной и моим другом, Картошка 4К. И там можно узнать больше информации, как о нас, так и о нашем совместном проекте. Ссылка будет в описании. Удачи!